Скажи что-нибудь для начала видео, скажи, пожалуйста. Это пойдет в начало видео, ты понимаешь? Ну, всем привет. И в этом ролике я построил подземную базу, типа в космическом стиле, с множеством механических дверей и много маленьких ферм, а также микробиомов. А вы очень сильно поможете в продвижении данного ролика простым нажатием кнопки подписаться и тыкнуть на значок лайка. Я был бы сильно рад, если бы до Нового года на моем канале соберется около 10 тысяч подписчиков. Если логически подумать, то самым первым этапом будет сбор ресурсов для постройки. Добывать в этот раз пришлось не очень большой список ресурсов, но мне пришлось немало чего крафтить. А конкретно, в первую очередь, давай мы с тобой отправимся в ад и добудем примерно шалкер кварцевой руды. Если забегать наперед, то шалкера будет маловато. После ада мне захотелось добыть что-то лайтовое и каменное. Камень, андезит, бублыга и много разных ступенек из предыдущих блоков, которые в свою очередь я постоянно бегал нарезать камнерези во время постройки. А при редстоун я вообще молчу, ибо наблюдателей, поршней и повторителей мне нужно было крафтить довольно много. Перед тем, как что-то строить, нужно бы выкопать совсем небольшой участок территории, а вот эту березу я бы срубил. Да уж, недолго я копал, ведь у меня скоро сломается лопата. А запасные я вообще куда-то потерял. Как же приятно все-таки жить возле спавна. Всего 1 минута и ты уже на спавне. Хотел купить лопату у Виверны, но его разграбили на судную ночь. И где мне теперь лопату купить, я вообще не знаю. Зато я знаю, где можно приобрести мощный и стильный компьютер от компании HyperPC, который прямо сейчас является лидером среди производителей компьютеров премиум класса в России. Компьютеры от HyperPC настолько надежные, что их используют даже на киберспортивных турнирах. К примеру, лично мне понравился HyperPC Dynamic. Это самый мощный компьютер для игр 4К. А все потому, что на его борту установлена видеокарта GeForce RTX 30 серии, которая гарантирует самую реалистичную графику и эффекты в играх. С ним вы сможете насладиться главными AAA хитами на все 100%. Оцените графику, непревзойденный реализм, игру цвета и кинематографичное качество главных и самых ожидаемых игр последних лет с технологией RTX. Cyberpunk 2077, Minecraft, Fortnite, Call of Duty Cold War, Metro Exodus, Watch Dogs Legion. Все эти и многие другие игры поддерживают технологию трассировки лучей. С этими видеокартами вы сможете повысить частоту кадров и одновременно улучшить настройки и качество графики благодаря технологии NVIDIA DLSS. Технология DLSS доступна во многих играх. Список игр постоянно пополняется. Все любители поиграть и до киберспортсменов осознают, что FPS имеет значение и дает значительное конкурентное преимущество. Поэтому ПК Dynamics с видеокартой 30 серии это лучший выбор. И кстати, специально для вас, мои подписчики, HyperPC сделали промокод скидку. Ну, например, на производительную игровую конфигурацию HyperPC Dynamic можно получить скидку от 10 тысяч рублей. А хочешь новенькую периферию? Не вопрос. Скидка распространяется совершенно на все, что будет в корзине. Подай промокод и переходи на сайт, все уже в описании. Ну, скорее всего, единственный вариант это покупка книг. Эффективность 5. О, прочность 2, точнее 3. Починка, само собой. Забыл же купить еще одну удачу. Да, отлично. Хоп-хоп. Все. Теперь берем лопату и накидываем чары. Офигеть! Лопата, а вот и наковальня. Для начала эффективность, прочность, починка, удача. Лопата готова. Совершенно новый день, чтобы сделать бэкэша. Вот и осталось пару блоков. И наконец-то я это сделал. У меня это забрало больше времени, чем я ожидал. Но по итогу я справился с этим делом. Тут, к слову, выборы проходили. Ну, как выборы? Голосовой и включил его. А это я Евгеха, я не Нео. Ой, блин. пожалуйста, ребят, давайте закончим уже с этим. Надо сказать спасибо неадаптеру, который стоит на страже нашего сервера, и благодаря ему мы можем играть сегодня. Ура! 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 Да! Молодец. Давайте начнем выборы. Я бы хотел сразу сказать вам о том, что все как бы происходит в данный момент. Я надеюсь, что все произойдет мирно, не будет этих хоров, как обычно. И тут бац, 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 бац. Фу. Чё? Активировал.
Что активировал Альцест? Визор, блядь! Что активировал Альцест? Визором кто? Что активировал? Динамит, кто? Визора мочите, господи! Динамит не видишь или что? Я сцену строил, сука! Я эту сцену столько строил, Все по плану. Блин. Кто сказал по плану, блядь? Алло! Да Нео ошибел, Нео. Алло, да это, сука, моди был. Изи-звезда. Люблю, когда в середине постройки кончается рестовом. Привет, Акселдаль. К слову, мы тут пришли на фабрик, и он мне жуть как не нравится. Камон, тут даже нет таких команд, как сесть или же написать в ЛС. Но остальным вроде бы как нравится. Всего меньше получаса, и вот такой вот ассортимент я добыл. Мало, но пойдет это. Берем нашу кирочку, и я уже все выкопал, чтобы вас не томить. В итоге вышло неплохое количество редстоуна и немного алмазов. Крафтим сразу в блоке. Забегая наперед, я буду еще много докупать его. Угадайте, кто собрал наконец-то все ресурсы для дверей, но забыл про слив. Да, это жестко. Кэп, выручай. Какие же вкусные цены. Я, к слову, начал накидывать вспомогательную схему, лишним не будет. Вот так выглядит 4 первых отсека. А вот так выглядит вся схема. Ну а теперь можно приступать к постройке фундамента базы, а точнее к первому и главному механизму на базе. И это механическая дверь на поршнях, которой, к слову, будет аж 31 штука. И если что, такой формат двери создал не я, а мой приятель Радар. И он сейчас вам объяснит, как он добился такого варианта дверей. Ну и всем привет, на связи Радар. Ну и как сказал Пилигрим, сейчас я вам расскажу, как я добился этого варианта дверей. За основу я взял самую стандартную и компактную дверь 3 на 3, гайдов по которой на ютубе просто куча. Но поскольку у Пилигрима в туннелях довольно мало места, а двери стоят практически вплотную, мне пришлось незрядно попотеть, чтобы придумать вот такой модификатор для этой двери. Все, что он делает, так это при нажатии на нотный блок открывает дверь, а через пару секунд ее автоматически закрывает. При этом схема очень компактная, и при желании ее можно немного настроить. Пилигриму подходит. Следующий этап практически ничем не отличается от предыдущего, но несмотря на это, он является не менее важным пунктом. Нужно всего лишь построить отсеки аналогично одинаковым дверям, только вместо дверей будет похожие друг на друга комнаты. Первая ферма — это ферма тростника. И как вы видите, она довольно маленькая. Но в будущем все же стоит задуматься о большой. Вторая ферма кактусов, по сути, я построил ее. Имха мне в тот момент нужен был зеленый краситель для имитации отходов в небольшой канализации. Тогда канализация, ну она, как по мне, выглядит довольно мило. Я даже смог вписать ее в один из выходов. Начал делать внешнюю стену, реплей который я не сохранил по глупости. Но вот смог сохранить реплей с застройкой землей на территории. Но потом пришли некоторые ребята для помощи. А дело это было глубоко ночью. Ну и сами посмотрите, что уж там таить. Кстати, осторожно, тук. Пилигрим, тут что-то сломалось. Если ты Сделал. Почему я вернулся, здесь появился бокс? Так нет, они тут везде, смотри, видишь? А, да? Да. Пардон. Иля, я Пилигрим, чувствую, твой видос не выйдет, да? мне тут Давай, выпало. Сегби, на ту Скрипка. сторону. Нет, смотри, тестируй. Дорогие Давай. подписчики, продолжение про подземную базу не будет, потому что пришли классные ребята, решили затестировать мне вот мою классную подземную базу. Продолжения не будет. Кто-то смотрит мою демку? Да, я Я смотрю. все 4 смотрю. Хорошо. На подарок. Так, ну сейчас. Моди. На, держи подарок. Кто заплатит Это намек на то, чтобы взорвать ему всю базу. И на этом крутом моменте я бы хотел бы закончить этот видеоролик. А ответить почему я могу сразу и очень быстро. Я не хочу строить сразу все фермы. Некоторые из тех, которые я задумал построить именно на этой базе, мне попросту сейчас не нужны. И плюс, я не хочу строить все сам. Я придумал небольшой интерактив, или первый признак моей лени. Вы можете написать в комментариях простой, возможно эксклюзивный биомчик, которого даже нет в Майнкрафте. Вот представьте себе биом, которого нет в Майнкрафте, допустим, красная пустыня с незаритовыми деревьями, что-то такое. Пишите обязательно в комментариях, я все посмотрю
самое ценное, возможно, построю у себя. Ну еще приходите на мои стримы на Твиче, ведь именно на них я буду строить эту базу до самого конца. Смотрите описание, ведь там может быть что-то будет вкусное, а может быть и привлекательное. Всем удачи, всем пока.